Александр проводил отпуск в австрийском Инсбруке и однажды решил запустить дрон, чтобы осмотреть окрестности Альп перед будущим походом. Стоя на балконе отеля, он наблюдал, как аппарат поднимается над городом, пролетает над улицами, лесами и постепенно удаляется к горным склонам. Сначала на экране появлялись лишь красивые пейзажи, зеленые луга, каменистые тропы и высокие вершины. Но вскоре внимание Александра привлекло странное темное пятно на одном из склонов. Он остановил дрон и направил его ближе. Через несколько секунд стало ясно – в траве лежала собака. Животное почти не двигалось и выглядело очень слабым. Александр осмотрел местность через камеру, надеясь увидеть рядом людей, но вокруг никого не было. Тогда он понял, что собаке срочно нужна помощь. Вернув дрон обратно, Александр сразу выбежал из отеля, сел в машину и отправился в сторону гор. Сам он удивлялся собственной реакции. Раньше он редко вмешивался в подобные ситуации, но мысль о брошенном животном не давала ему покоя. По дороге он вспоминал свою жизнь. Александр был владельцем успешной IT-компании. Еще в университете он мечтал работать на себя и создал небольшой онлайн-проект, который со временем превратился в международный бизнес. Годы напряженной работы принесли ему деньги и успех, но практически лишили отдыха. Именно поэтому он решил взять отпуск и уехать в Альпы, надеясь отвлечься от постоянных дел. Добравшись до конца горной дороги, Александр снова поднял дрон, чтобы определить точное место. После этого ему пришлось продолжить путь пешком. Подъем оказался тяжелым. Тропы почти не было, камни скользили под ногами, но он продолжал идти вперед. Наконец Александр добрался до собаки. Животное лежало в траве и тихо скулило. Подойдя ближе, он заметил, что собака беременна. Она не проявляла агрессии, лишь слабо реагировала на его голос. Через несколько секунд Александр понял еще одну страшную вещь. Собака была слепой. Он осторожно поднял ее на руки и начал спускаться обратно. Дорога вниз заняла много времени, но вскоре Александр добрался до машины и сразу отвез животное в ближайшую ветеринарную клинику. Врачи быстро забрали собаку в операционную. Несколько часов ожидания показались бесконечными. Наконец, ветеринар сообщил хорошие новости. Собаку удалось спасти, и она родила 6 здоровых щенков. По словам врача, если бы помощь пришла немного позже, никто из них не выжил бы. Позже ветеринар рассказал, что уже видел эту собаку раньше. Ее прежний хозяин перестал заботиться о ней после травмы. Из-за долгого отсутствия лечения животное потеряло зрение, а затем оказалось брошенным в горах. Когда Александр увидел собаку рядом со щенками, он понял, что не хочет оставлять ее в клинике. Он оформил документы и решил забрать животное себе. Собаку он назвал Лира. Оставшиеся дни отпуска Александр ежедневно приезжал в клинику, а после выписки подготовил для Лиры дом, установил специальное ограждение, чтобы слепая собака не травмировалась, и стал уделять ей много времени. Постепенно между ними возникла настоящая привязанность. Позже Александр часто вспоминал тот день. Обычный запуск дрона во время отпуска неожиданно изменил его жизнь. Благодаря случайной находке в горах он не только спас собаку и ее щенков, но и сам понял, насколько важно иногда останавливаться, отдыхать и замечать то, что действительно имеет значение.